У вас тут куча парней, которые чуть не задохнулись. Мы снова можем дышать. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Забавная штука произошла по пути на Луну. Это название видео, которое я смотрел на YouTube. Там астронавты висят на тросах, доказывая, что астронавты лжецы. Они анализируют фотографии и выделяют ошибки. В документальных фильмах о высадке на Луну показывают, что это было подстроено. Они подделывают фотографии Земли. Они используют круглое окно, чтобы подделать изгиб. Это подозрительно, вам не кажется? Да, послушайте. Я посмотрел еще один документальный фильм под названием «Дикие астронавты». Астронавт Базз Олдрин немного сходит с ума. Все, что от него требовалось, это поклясться перед Богом, что он был на Луне, но он отказался. Ему предложили доказать, что он был на Луне. У него был шанс показать, что он не лжец. Но Базз решил ударить этого парня только за то, что тот попросил его поклясться, что он был на Луне. Это подозрительно. Так вы все еще верите, что мы были на Луне? Вы все еще верите тому, что вам говорят? Просто сопоставьте факты, и очень скоро вы узнаете то же, что узнал я. Но если вы начнете сомневаться в этом, вас назовут сумасшедшим. Вас назовут любителем теории заговора. Но мне все равно, чувак. Я все равно это сделаю, потому что я знаю, что мы не были на Луне. А что, если бы вы были в Библии, где написано, что вы были на Луне? Вы же сами сказали, что были на Луне, хотя это не так. А как насчет лунных камней, которые они отдали в музей? Их видели тысячи и тысячи людей. Но один музей присмотрелся внимательнее. Они быстро поняли, что что-то не так. Камень, который им дали, оказался подделкой. Просто кусок старого дерева, а не камень из космоса. Да, когда Бог создавал Луну, Он сделал ее красивой. Но, видимо, Он сделал ее из окаменелого дерева. Да, это подозрительно. Послушайте. В другом музее есть костюм космонавта. Посмотрите внимательно на подошву ботинка. Она не подходит к принцу на Луне. И вы все еще верите тому, что вам говорят. Или как насчет телефонного звонка, который Никсон сделал на Луну, находящуюся в 250 000 миль отсюда. Когда я не могу поймать сигнал на своем мобильном телефоне. Наверное, в 1969 году телефоны были лучше. Ну, вы все еще верите, что мы были на Луне? Вы все еще верите тому, что вам говорят? Просто сопоставьте факты, и очень скоро вы поймете то же, что понял я. Но если вы будете сомневаться в этом, вас назовут сумасшедшим. Вас назовут любителем теории заговора. Но мне все равно, чувак. Я все равно это сделаю. Потому что я знаю, что мы не были на Луне. И это, безусловно, самый тревожный телефонный звонок, когда-либо сделанный с маяка. Да, вы прошли прямо сквозь эти ремни безопасности. Это не было проблемой, верно? И ничего не почувствовали. Но теперь вы говорите, что это проблема, и вы не можете дозвониться. Эту проблему нужно решить, по вашему мнению. Но разве вы не решили эту проблему в 69-м? И вы еще 5 раз пролетали сквозь нее. Вы удивляетесь, почему я считаю это подделкой, когда так много ошибок в Аполлоне. Например, пропали данные телеметрии. 1300. Это был огромный шаг для всего человечества. Но вы потеряли данные, и никто не может их найти. Да ладно, ты что, шутишь? Ты все еще веришь, что мы были на Луне? Ты все еще веришь в то, что тебе говорят? Просто сложи 2 и 2, и очень скоро ты поймешь то же, что понял я. Но если ты начнешь сомневаться в этом, тебя назовут сумасшедшим. Тебя назовут любителем теории заговора. Но мне плевать, чувак. Я все равно это сделаю. Потому что я знаю, что ты не можешь туда полететь. Нет, там нет кратера от взрыва, который произошел при посадке лунного модуля. Наверное, потому что это просто модель. Или флаг, который развивается без атмосферы.
Тебе это не кажется странным? Пересекающиеся тени означают, что есть еще один источник света. Я думаю, что это подделка. Да, конечно. Все это было снято на голливудской студии. Я больше всего склоняюсь к тому, что это снял Кубрик. Луна такая классная, мы бы с удовольствием ее исследовали. Но мы не можем выйти за пределы низкой околоземной орбиты. Изучайте, люди, я думаю, вы найдете. Но НАСА уже много раз это признавала. Послушайте. Сейчас мы можем летать только на околоземной орбите. Это самое дальнее, что мы можем сделать. И эта новая система, которую мы создаем, позволит нам выйти за пределы и, надеюсь, отправить людей в Солнечную систему для исследований. Так что Луна, Марс, астероиды — это множество мест, куда мы могли бы отправиться. И мы создаем эти базовые компоненты, чтобы в конечном итоге это стало возможным. Я бы полетел на Луну в мгновение ока. Проблема в том, что у нас больше нет технологий для этого. Раньше они были, но мы их уничтожили. И теперь это болезненный процесс — восстанавливать их.